Легализация проституции в России очень спорна. Не может принять наша страна эту профессию. Разрешаем, значит поощряем. Мужчина просил делать горловой минет и задерживать дыхание. Меня заперли как-то в квартире и собирались расстреливать из автомата. И он тебе сделал предложение, и ты вышла за него замуж. Ты от него родила. Но как только он узнал, что я беременна, он меня бросил. У тебя есть мечта? Ну, я хочу, чтобы мой ребенок жил в достатке. Вот ты ждешь работы? Скучаю. Чем выше должность человека, тем больше ему хочется, чтобы над ним доминировали. $30 минута? Он на меня мастурбировал, представляя, что я его сын. Если твоя дочь придет и скажет, что я хочу в эту профессию, поддержишь? Поддержу, да. Просто я считаю, что стыдиться своих родителей – это самое последнее дело, какое только может быть. Ты любил когда-нибудь? И тебе не хочется больше? Вообще нет. Проституция – одна из самых древних профессий. Упоминание о проституции встречается еще в Ветхом Завете. А это 2000 лет до нашей эры. Секс-услуги официально разрешены в Великобритании, Испании, в Нидерландах, в Германии. Работники секс-индустрии во многих странах работают сами на себя, имеют социальные гарантии, страховки и пополняют казну страны на достаточно неплохие деньги. Легализация проституции в России очень спорно. Этические нормы – главная причина, по которой не может принять наша страна эту профессию. Разрешаем, значит поощряем. Видимо, штраф 2000 рублей – это серьезный запрет, с учетом того, что каждая проститутка в месяц зарабатывает не меньше 100 тысяч рублей. А за вовлечение в занятие проституцией – лишение свободы от 3 до 8 лет. И, надо сказать, под эту статью попадают даже люди, которые моют полы в публичном доме. 15% ВИЧ-инфицированных людей занимаются проституцией. Многие специалисты говорят, что легализация проституции увеличит количество заболеваний, передающихся половым путем. А многие считают напротив, что легализация проституции даст возможность качественно отслеживать этот момент, вести нужную пропаганду и обследование людей из этой сферы. Как задает вопрос Джордж Карлин, почему проституция незаконна? Продавать законно, трахаться законно, а трахаться за деньги незаконно. Это и многое другое мы решили обсудить в программе «Павел Компан. Разговор» с людьми, которые к этой профессии имеют самое непосредственное отношение. Слово «проститутка» оно обидное? Да. Как не обидно эту профессию называть? Гейша, куртизанка. Как это произошло? В каком возрасте? Ну, во всю силу это где-то после 18 лет. То есть расцвет 19. Молодость. Да. То есть вот тогда это было? Да. Что тебя заставило? Как ты пришла? Вот почему? Я всегда хотела, то есть у меня семья сама по себе, скажем, не очень обеспеченная, да, и я всегда, если я просила какие-то вещи, мне чего-то не додавали. И я говорю, не хотите мне давать, я заработаю по-своему. Вот для тебя это было что, вынужденная мера, источник дохода? Нет, это была жажда именно новых приключений. Тоже интересно, когда какие-то разные партнеры, скажем... Полигамность. Да, полигамность. То есть ты пришла в эту профессию осознанно, потому что ты хотела работать в этой сфере? Да. То есть ты хотела получать удовольствие от секса? Я жила одним днем, то есть как будет. То есть на данный момент, если меня все устраивало, это все случалось. Вот и все. Если сейчас промотать назад, ты бы поступила так же? Так же. Пошла бы? Так же. А как давно ты переехала в Владивосток? Около 6 лет назад. 18 лет? Да. Ты переехал учиться? Да, поступал учиться, возвращался, снова приезжал. По факту уже остался здесь. И как ты оказался в этой индустрии? Это до банального просто долги, материальные трудности. В какой-то момент потребовалось очень много денег. Знакомый предложил пойти к нему работать на фирму. Я согласился и со временем бросил основную работу. Это сколько лет назад? 2 года назад. И ты пошел? Да. То есть это прям целая фирма какая-то там, в которой... Несколько девочек работали, пара мальчиков. В целом ничего особенного. И ты бросил свою основную работу? Поначалу совмещал, то есть днем работал, вечером садились в машину, ездили, работали. И в какой-то момент я понял, что я за ночь, за несколько часов зарабатываю больше, чем за смену в ресторане. И понял, что я трачу свои нервы впустую. Через пару дней я просто не вышел на работу.
Вот получается, сколько лет ты уже в этой профессии? Конкретно в веб-каме я работала полгода. А, только полгода? Да. Полгода? Как ты к этому пришла? Давай. Меня пригласил друг. Он являлся владельцем студии, то есть они организовали свою студию с друзьями, и он предложил мне поработать. Сказал, что выгоднее работать в паре. Вот. И, в принципе, это интереснее, как бы как-то не так скучно, чем у одного. Он меня свел с мальчиком и сказал, то есть, ну, если вы, как бы, грубо говоря, снюхаетесь, то, как бы, то есть, можете работать. Прости, знаешь, просто многие зрители могут не знать, что такое вебкам. Давай немножечко расскажи вообще, что такое вебкам. Вебкам – это, то есть, как вы уже сказали, секс-услуги просто на расстоянии, онлайн. То есть через веб-камеру ты выполняешь за деньги определенные эротические задания. Есть такие платформы, как Chaturbate, BongoCams. Chaturbate – это конкретно иностранная платформа, то есть там можно блокировать страны, то есть СНГ и вообще какие тебе удобно. А BongoCams – это чисто российская платформа, и там в основном это работают те, кто, например, ну, не скрывают в своих странах. Ты на какой работаешь платформе? Я работала на Chaturbate. На иностранной? Да. Это считается проституцией вебкам? Я так не считаю, потому что это не происходит при каком-то прямом контакте. То есть это происходит только через онлайн, и это просто способ удовлетворить потребности человека без какого-то личного контакта. Это же продажа секс-услуг? Ну, опять же, все называют как бы вещи по-разному, то есть и... Ну обычно одинаково, обычно все траву называют травой. Сколько ты зарабатываешь? В среднем 100-150, иногда больше. Тысяч в месяц? Да. Но ведь это не какие-то большие деньги. Ну, для Владивостока, для средних зарплат это большая сумма. Большинство зарплат в Владивостоке 40. Да, но у тебя же нету перспектив в этой профессии. То есть, когда ты устраиваешься, например, там менеджером, ты получаешь же помимо заработной платы еще ежедневно опыт какой-то, который там через какое-то количество лет ты можешь монетизировать. Ну, то есть, понимаешь, да, там 10 лет, Да. 5 лет ты официант, 5, а тут ты получаешь опыт, как бы, ну, который сложно будет монетизировать. Естественно, я понимаю, что это работа временная. Но на данный момент она помогает мне достигать моих целей. А какие у тебя цели? Закрыл долги, отучился на права. Вскоре буду покупать машину. Сколько ты в день тратишь времени на это? В целом, чтобы нормально зарабатывать, нужно тратить, я думаю, часов 5-6. 5-6 в день в общем чате. Да, в общем чате. То есть Что ты делаешь в общем чате? ты просто сидишь как бы и завлекаешь, грубо говоря, людей, чтобы они взяли у тебя приват, либо купили какие-то действия. В общем чате еще есть определенные действия, услуги. То есть там, например, ну, когда я работала в паре, там, заглотить там член поглубже. Ты работаешь в паре. Вы в общем чате занимаетесь сексом, верно я понимаю? Да. Но как же, вы же должны с аудиторией контактировать, вы же не можете заниматься сексом и им отвечать, или можете? Ну, во-первых, мы работали как бы в студии и отвечали за нас модераторы, то есть. То есть вы приходите в студию, как это выглядит? Ну, это уже интересней. Да, мы приходим в студию, то есть подготавливаемся там, то есть А как что бы такое подготавливаемся? то есть, ну, макияж, белье, прическа. То есть, чтобы красиво выглядеть. Вот, естественно, настраивается, опять же, там, камера, свет. То есть мы просто садимся, и суть в том, чтобы делать именно такое что-то завлекающее. Не обязательно показывать все и сразу, там, полную там шпилевили не обязательно делать. То есть это был просто легкий минет. То есть просто вот такой заигрывающий. А все остальное уже выбирали... А что такое легкий заигрывающий? Ну, в плане без каких-то там излишних техник, которые можно купить за определенные. А какие техники можно купить? Абсолютно разные. То есть, там, не знаю, какой-то там sloppy blowjob, это типа как причмокивающий минет. Там, например, А что такое причмокивающий? Это как? Ну, я сейчас не буду показывать. Ну, ты мне объясни, я попробую показать. Но это с определенными причмокивающими звуками. Типа... Ну, типа Только того, так? да. Слюнявый минет, когда много слюней, например. То есть там, ну, разные виды. То есть, получается, там, типа, есть какие-то опции, Да. конкретно описанные в этом приложении. Да. Очень много опций. Показать грудь, показать, например, вагину, там, показать А вы, когда попу. находитесь в онлайне, там грудь твоя не показана, вы одеты? Мы в белье. А, вы в белье, и он в белье. Да. Ну нет, он не в белье. Он просто как бы стоит, то есть он не показывает свое лицо. Например, у мужчины есть там отдельно, например, есть показать лицо мужчины. А, они чаще не показывают, Да, они не показывают. Там просто вот торс и половой орган, соответственно. Вот. И, например, там есть такой интересный раздел, как, например, ударить пощечину мужчине.
То есть как бы такое часто выбирали, и да, действительно такая вот интересная была. Это мужчины выбирают? Чаще клиенты? И женщины, и мужчины, но очень было много мужчин, которые, например, вот писали всякие комплименты, мужчине завидовали мне, писали, говорят, ой, я хочу ему тоже отсосать, там и все такое. А что, у тебя какой-то был достойный партнер? Да, слушай, достойный. Приятный. А в чем Я бы не выбрала плохого. То есть ты в профессии пользуешься успехом? Да. Ну, просто я прошу прощения, ты не производишь впечатление какого-то там голубоглазого 1,90 м накачанного самца, типа которого... Такие не нужны. Такие единицы, кому интересно. А какие интересные? Ну, ты такой свое. Маленький вот человечек. А темы привлекают, что миловидный мальчик, но могу поддержать разговор, плюс сильный характер. Ну, помимо внешности, умение общаться гораздо важнее. Умение общаться. Общаться, понимать людей, понимать, как строить диалог. Понимать, что хочет человек еще до того, как он это скажет. Сколько у тебя клиентов за ночь? Да когда как. Иногда один клиент в день, иногда неделю могу сидеть ни одного. Самая большая сумма, которую ты заработал от одного клиента за раз? За раз 40 тысяч. Это что было? Просто полночи пили, трахались. А сколько вообще стоит у тебя ночь? 20 тысяч. 20 тысяч ночь, а час? 3 тысячи. Вот стоимость за час секса, стоимость за час пребывания в квартире, стоимость за час вот, ну вот что? Это за час моего времени. То есть мы заходим, сразу же рассчитываемся, никаких То есть после. ты приходишь, я тебе дал 3000 рублей, мы с тобой сели. Да, я на телефоне на автомате уже ставлю таймер. И Мы все, заболтались? сидим, общаемся. Типа час прошел, ты говоришь, я пошел. Я говорю, а что, час уже прошел? Да. Ты говоришь, да. Я говорю, так мы же не потрахались. Продаем не секс, продаем в первую очередь время. Для проститутки считается высшим пилотажем это провести всю ночь с человеком и ни разу за ночь не потрахаться. Ты пожалела хоть в одном месте? Были моменты, что жалела, только потому, что не была достаточно проницательной. То есть я видела, что человек опасный, но я все равно шла на это. То есть драйв, приключения. Потом очень сильно жалела, потому что я попадала в очень серьезные, опасные ситуации. Меня заперли как-то в квартире и собирались расстреливать из автомата. Кто? Неадекватный мужик. То есть он тебя вызвал, пригласил, ну как это было? Да, я зашел, я как раз тогда работал на фирме у друга. Зашел. В момент, когда мужчина пошел за деньгами, я в WhatsApp отписываюсь, что зашел, но какой-то человек странный. В момент, когда он возвращается в комнату, он видит телефон у меня в руках, подбегает, бьет по голове. Я начинаю кричать, что он меня убьет. Ну, единственное, на что хватило моему мозгу тогда, это зажать в WhatsApp голосовой и убрать телефон за спину, чтобы мой водитель услышал, что происходит. А у тебя есть водитель вот сейчас, Тогда например? сейчас нет. Сейчас я если чисто бы сам сейчас, по себе. что бы ты сделал? Не знаю, действовал по обстоятельствам. Неужели не существует, я не знаю, какой-нибудь там тревожной кнопки? Есть. Ну, я не знаю. Многие девочки, кто сами работают, устанавливают сигнализацию на квартиру. Но это Почему группа ты так не ГБР. сделаешь? Ну, на своей квартире хорошо, это возможно. А когда едешь на выезд, где гарантия, сколько эта группа КБР будет ехать? За это время очень легко человека скинуть с окна. Совершенно верно. Но если как бы никто вообще, в принципе, изначально не будет ехать, то как бы можно тебя и запереть и 20 лет держать там Конечно. где-то. Ну, потому надо всегда понимать, кому идти. А То как есть ты можешь всегда это по понимать? номеру телефона пробиваем номера телефонов всегда, Ты пробиваешь. конечно. И же о чем тебе? Ну вот ты пробиваешь Михаил Иванов. Ну, Что если дальше? были проблемы с какими-то девочками, с мальчиками, то есть там многие проститутки оставляют в приложении отзывы. А как тебя находит человек? Изначально, когда ты регистрируешься, ты сначала висишь в топе, то есть как новая модель. Вот. И, соответственно, если я в прямом эфире, то я вишу в топе. То есть, как бы, если я в общем чате нахожусь. А, есть еще общий чат. Да, есть общий чат, конечно. Я просто очень коротко расскажу. Общий чат – это когда модель совершенно бесплатно выступает в общем чате. Ее могут смотреть абсолютно любые люди. Они переводят, могут оставлять чаевые в виде вот этих неких коинов, как бы могут не оставлять. Но основная цель как бы этого общего чата, чтобы кто-то обратил на тебя внимание из бесплатных зрителей и перешел с тобой как бы в приват. Верно? Верно. Верно. То есть, типа, если ты ответственная, с утра проснулась и щекотаешь себе подмышки как бы 8 часов, то шансы, что кто-то заметит твои щекочущиеся сексуально подмышки, намного выше, чем если делать ничего не будешь. Пожалуй, самое странное – это мужики в женском. А такое бывает, да? Это забавно. Одно дело, когда это парень худенький, ну, либо мужчина худенький. Другое дело, когда это дядечка лет 50, килограмм 100 весом. Как это Платье в горошек, кучерявом парике и драных колготках. Вот это стрёмно. То есть мне все равно, как бы, женское, не женское, фетиши. Я адекватно ко всему отношусь, что не причиняет вред здоровью. А это, пожалуйста. Ну, что еще странного бывает? Муж как-то решил жену проучить за измену. Получается, жена изменила ему с другом и сказала, что хотела секс втроем. Ну, в итоге он нашел выход, позвонил мне. Она сопротивлялась всеми силами, и я не понимаю просто, кого мне слушать.
слушать его, чтобы, когда он говорит трахать, слушать ее, что она говорит остановиться. В итоге я между 2 дней, по итогу она меня укусила. Мне пришлось уехать. А почему? Она не догадалась, что можно встать и одеться, например, если она не хочет вступать в отношения? Муж ей не разрешал. Говорит, ребят, может, я уеду, вы сами разберитесь в своей семье? Он такой, нет, продолжай. Потом с ним уже поговорили, что он просто ее проучил за измену. Вы оказались в привате, ты подходишь к камере, он пишет. Ну вот, например, что он пишет? Обними ее, да? Да, там, обними, поцелуй, там, не знаю, там, пососи так, трахни ее так, там, и все. Но в привате парень уже как бы должен быть с лицом. Не обязательно. Опять же, тоже, если он попросит с лицом, то есть, и если парень заплатит согласится... за эту опцию. Да, то да. А как это там считается? То есть там есть прямо как опции какие-то, он выбирает опции, как бы там типа... Как нет, это именно в привате этого нет, там чисто оплата поминутно, то есть он тебе дает какие-то задания, то есть ну, и ты, опять же, это твое право выполнять их или нет. Что было сложно? Бывает что-то сложно? Да, была вот одна история такая, вот, ну, для меня немножечко такая садистская. Мужчина просил делать как бы горловой минет и задерживать дыхание максимально настолько, пока он не скажет. То есть, ну, как бы перестать это делать. То есть, пока, грубо говоря, я не начну задыхаться. И сколько вот возможно продержаться так? Ну, я думаю, минуту. То есть, это вот минута, то есть, например, я там выдохлась и опять по новой. То есть, и так это было, ну, примерно где-то час длилось. А, то есть ему ничего больше не нужно было? Да, ему это нравилось именно. Это его был такой фетиш. Что он в это время делает, вы не знаете? То есть, типа, там мастурбирует он или книгу читает? Ну, да, может быть, даже и пишет. Ну, в смысле, экран вполне возможен. Просто в Москве снимали квартиру молодые девчонки. Ну, скажем, у нас там кто-то был главный, там крышевой какой-то, мы потом там уезжали. Ну и получилось так, что у нас соседи были то ли дагестанцы, ну, в общем, какие-то такие вот. И получилось, что пока мы там убирались, уборкой занимались, выхлапывали там половички, ну, днем, да, а ночью там куда-то там уезжали, как говорится, на заказы. То есть они как-то это прочухали, что ага, понятно, кто вы и что вы. Ну и однажды вечером напросились к нам в гости, мы их, заходите, пожалуйста, то есть чуть ли не ужин при свечах. Угу. Вот, а потом начинается, что, то есть они моментально звереют и просто вот, ну, начали избивать и вот так вот чуть ли не за шкирку к себе в квартиру там ниже этажом, там на 2 этажа. И все, то есть забрали. То есть меня там один забрал, другой забрал, все. Почему ты пошел в эту профессию? То есть исключительно из-за денег? Да. То есть она тебе доставляет удовольствие или она тебе неприятна? Неприятно. Ну, неприятно. Некоторые моменты, некоторые люди приятные. В большинстве своем к проституткам обращаются люди, которые не могут познакомиться самостоятельно либо из-за времени, либо из-за внешности, либо каких-то еще проблем. Угу. Естественно, с такими людьми не всегда комфортно находиться даже просто рядом. Ну почему? Допустим, разберем. Если обращается человек, который типа там из-за времени. Ну, из-за времени, окей, такие клиенты приятные. Они приятные. Они не следят за секундной стрелкой из-за внешности. Ну, есть часто допустим, такие это клиенты? Да, довольно часто. А вы не выбираете никак? То есть, я работаю сам на себя, я вправе отказаться. Ну, так бывает? Да, довольно часто. То есть ты приезжаешь на встречу, говоришь, там, вы мне не нравитесь, там, и уезжаешь? Были такие моменты. Ну, но если человек просто, полный, либо что-то еще, то есть меня это не смутит. Но если я вижу, что этот человек неухоженный, то есть вижу у него какие-то грязные руки, либо что-то еще, мне просто неприятно даже рядом находиться. Я могу просто послать. А зачем послать? Ну, он же хочет тебе деньги заплатить. Ну, как бы у тебя же зачастую люди бывают еще и агрессивны при встрече. А бывает, вот тебя заказала, например, какая-нибудь миленькая женщина. Вот такая вот она, она не симпатичная, ей там 50-55 лет, она полная там, но она недостаточно ухожена, потому что у нее нет в этом потребности. Она, например, вот у нее нету мужчины, и для этого и существует, проститутка. Ну, то есть, понятно, что если у тебя все прекрасно, ты неземной красоты, у тебя все хорошо, но понимаешь, да, то есть, если у тебя дома есть еда, то ты в ресторан не идешь. Если у тебя там нету дома еды, ты пришел в ресторан. Это же твоя профессия. Ну, не совсем же так себя веду написать. Ну, вот я тебе звоню, я хочу, вступить с тобой в отношения, в секс. Вы что-то обсуждаете? Что вас интересует конкретно? Пообщаться, сопровождение, либо секс. Чтобы я уже понимал, что это за человек и что это будет. Просто приехали, потрахались, и я уехал. Либо это будет какой-то вечер, возможно, ужин, либо что-то еще. Вот ты приехал, я женщина, полная женщина, 60 лет. Вот я не спала ни с мужчиной, 20 лет. И я решилась, выпила вина, села, написала, Андрей меня спасет. Пишу, Андрей, приезжайте, сколько денег, сколько стоит? От 3000 час. Час. Вот 3000, я такая...
Да. Вот, и ты приезжаешь, вот ты смотришь на меня. Ну, понятно, ты смотришь, типа, у меня вот усы. Но я понимаю, что человеку нужно. То есть я добрый человек. Из жалости. Ну, может быть, и да, как бы Виагра всегда спасет. Если я понимаю, что это, ну, та же женщина, она готова платить, она готова провести со мной чуть ли не полночи, я понимаю, что мне это выгодно. Но если это просто на разок по-быстрому, да я свое время даже тратить не буду. Я решил стать вебкамщиком. Что я должен сделать? Для начала должна быть приятная внешность, в любом случае ухоженная внешность какая-то. Ну как? Ну это очень относительно. Мне вот кажется, у меня приятная внешность. Если вы хотите на себя работать, то это немного сложнее. Это нужно изучить, во-первых, эту всю тематику, как работать, приобрести себе веб-камеру, ноутбук, соответственно, или компьютер, микрофон, и зарегистрироваться. Должно быть 18 лет. То есть мне 18 лет, Да. я прихожу, беру компьютер, Да. регистрируюсь, типа, здрасте, я Павел Компан, вот я регистрируюсь на этом иностранном. Убираю, например, страну Россия, да, как бы ставлю, а если я иностранного языка не знаю? Это на самом деле не проблема, потому что, в принципе, многие там пользуются переводчиком. Как мне платят деньги? Деньги, ну, обычно система выводов, она примерно там где-то раз в 2 недели, где-то раз в месяц. Что такое система выводов? Ты зарабатываешь деньги в токенах, это такая валюта электронная именно в вебкаме. Вот. Потом токены переводятся в доллары и, соответственно, переводятся тебе на PayPal, на электронный кошелек, и там ты уже можешь вывести себе на банковскую Стоимость карту. ты сам определяешь или есть конкретный прайс? Опять же, то есть там есть разные услуги, разные виды услуг. То есть есть приватный чат, есть Приватный общий чат за сколько я себе буду продавать? В среднем это зависит все, то есть от времени, платится по минутам. То есть зависит все от того, сколько ты времени провел в чате. Сколько То есть, минута стоит? примерно $30 минута. $30 минута? Да. $30 минута? Да? Что я должен делать эту минуту? Да, вообще, на самом деле, были абсолютно разные вещи. Например, вот один мужчина написал, что хочет на протяжении 10 минут, чтобы мне просто щекотали подмышки. То есть его... Это за $300 щекотать подмышки? Ну да. А кто тебе их должен щекотать? Ну вот тот партнер, с которым И я. ты согласилась? Ну да, почему нет? То есть ты такая лежишь, он тебе щекочет подмышки, такая... Да-да, я должна еще имитировать, что мне смешно, на самом деле не будет щекотки. То есть я могу как бы вообще в принципе, ну то есть соглашаться только на какие-то нелепости, которые мне подходят. Да. У меня клиенты, клиентки влюбляются часто. Но Клиенты, клиентки, ты ездишь и к мужчинам, и к женщинам? да, Все равно тебе? вообще без разницы. Есть какие-то типа вето, которые вот типа вот у тебя, например, там... То есть с мужчинами да, с женщинами да, там, не знаю, там что-нибудь, вот есть запреты. Вот что вот самое... От чего ты отказался бы? Ну, от каких-то жестких фетишей, А что такое жесткий фетиш? типа фистинга и подобного. Либо какой-то жесткий БДСМ. Хорошо, вот фистинг, например. Фистинг, это, я так понимаю, как бы проникновение в анальное отверстие, там, да, там, руками. Там, Больших условно. размеров, да. Больших размеров. Почему бы ты отказался? В свою сторону я тем более такого не позволю. В сторону человека, но мне банально это отвратительно. Неприятно, типа, Конечно. Да, вот мне было как раз интересно, в сторону, там, типа, в свою, понятно, как бы почему физически это может быть больно, но в сторону человека тоже отказался бы. Ну, это отвратительно. Нет, за хорошие деньги почему бы и нет? Хорошо, а если там, ну вот, я не знаю, что, вот что да, что нет? Вот где вот эта грань? Вот, типа, если я попрошу тебя, там, тебе кто-нибудь попросит, приедь, пописай мне в рот. Это норм? Вообще без вопросов. А бывают такие заказы? Да, Серьезно? да, Просто приедь, пописай мне в рот. да. Как вот выглядел твой первый опыт? Когда мы пришли на студию, нас посадили, я немного волновалась, и нам сказали просто делай, грубо говоря. То есть сказали определенные советы, например, что вот лучше вот как бы такой вот заигрывающий, грубо говоря, минет, как я уже сказала. Когда я себя увидела на камере, мне сразу это очень понравилось. То есть мне понравилось смотреть на себя, понравилось возбуждать людей, понравилось вот то, что мне пишут много комплиментов. И опять же, понравилась также и реакция моего партнера. В принципе, какая реакция была твоего партнера? Он кайфовал. Была замужем? Да. Ты во время, когда ты была замужем, ты не занималась этим? Я объясню, это клиент, скажем так. Клиент? Да. Ой, как интересно. И как это? Ну, то есть ты, ну, расскажи. Снимали квартиру в Москве. Моя подруга в это время поехала в ночной клуб гаситься. То есть это не была рабочая атмосфера, она просто поехала отдыхать. Она говорит, они сделали приглашение на следующий день. Ты поедешь со мной? Я говорю, поеду. Ну, то есть они с другом. Они готовы заплатить все. Во Владивосток? Нет, это все в Москве было. Они в отеле. Я говорю, поеду. Мы поехали. В итоге как бы, ну, для меня был его друг, а она с моим будущим мужем была.
И? Мне друг не очень понравился, как бы, ну, что-то там было, что-то не было, вообще полупьяный такое, непонятно что-то. Ну, все безобидно, все хорошо. На следующее утро они нас пригласили в ресторан при отеле, то есть мы сели кушать, я на него смотрю, он на меня смотрит. А сколько тебе лет было? 22 где-то, наверное. Ага. Я ему подмигиваю, он мне подмигивает. То есть, хотя мы по разным абсолютно номерам были. Вот. И я начала за ним ухаживать. У меня всегда такое отношение, я никогда за себя не буду, я человеку всегда поднесу. Ну, то есть у меня вот такой принцип угождать, чтобы вот, не то чтобы угождать, мне так нравится, потому что я... Получаешь удовольствие? Да, я изнутри энергию дарю, как бы, да, то есть вот, чтобы вот с душой. И он тебе сделал предложение, и ты вышла за него замуж? Да. Он был обеспеченным человеком? Был обеспеченным человеком. Ты что дальше? Долго продлился ваш союз? В общей сложности, если говорить, что все идеально было, то около 4 лет. А потом по ниспадающей еще 4 года, итого 8 лет. Ты ушла из профессии, когда вышла за него замуж? На немного ушла, но потом я все равно меня куда-то тянула, потому что когда уже исчезло какое-то там взаимопонимание... Он знал? Что знал? Я думала, что он догадывался, но он сам по себе, ему... То есть он абсолютно нейтральный человек, он меня не ревновал. Ты от него родила? Нет. Не от него? Нет. От клиента. Он знал? Нет. Ну, он потом... Я ему сообщила, да. Он женатый человек, он очень обеспеченный человек. Ну, я на самом деле его очень сильно полюбила. И я хотела от него ребенка, и мне уже пора было, потому что мне было уже около 30 лет. То есть ты вступала в отношения все-таки не предохраняясь? Не знаю, я хотела от него ребенка, и все, поэтому я так не вступала. Но с ним я вступала, потому что у нас были продолжительные уже отношения. Но за деньги? Помогал, да, немножко, так скажем, это. Ну, уже не типа там 3000 час, а типа, ну, просто помогал. Ну, да, и сотовый телефон подарил. Я говорю, это символический подарок. Он говорит, я хочу, чтобы мы всегда были на связи. Ты родила? Да. Но как только он узнал, что я беременна, он меня бросил. А ты честна с собой? Вот для чего тебе это? Мне нравится секс, мне нравится, в принципе, как бы показывать себя, демонстрировать себя. Вот, я не стесняюсь этого. И неплохие деньги, опять же. С какими трудностями ты сталкиваешься? Морально истощают. То, что приходится общаться не всегда с приятными людьми. Не всегда с приятными И зачастую людьми. выслушивать их проблемы, потому что чаще хотят выговориться. Это далеко не всегда секс. Просто можно всю ночь сидеть, выпивать и разговаривать. Потому что у человека может быть тяжело на душе, ему нужно кому-то высказать, а близким он не может. Я встречаюсь для себя вне работы, знакомлюсь на сайтах знакомств, потому что, я должен отдыхать для себя. Работу я воспринимаю именно как работу. То есть ты не получаешь от этого удовольствия? Нет. Серьезно? Да. Это, видимо, выгорание уже за 2 года пошло, что поначалу, да, какие-то моменты были приятные. Сейчас, чисто рабочий материал. У тебя есть мечта? У меня много мечт. Вообще, я очень хочу уехать с этой страны и жить где-нибудь в Америке, либо в Канаде. Почему? Потому что мне есть с чем сравнить. В детстве я много путешествовала, также я была в Канаде, и мне очень близок этот менталитет. Опять же, мне не нравятся наши законы в России. То есть мне не нравится уровень жизни в России, мне не нравятся зарплаты в России. Ты за легализацию проституции в нашей стране? Да. Почему? Какие ты видишь плюсы, какие видишь минусы? Если честно, чаще всего проституток проблемы именно с полицией. То есть облавы, штрафы и все остальное. Ты сталкивался с такими проблемами? Нет. Мальчиков обычно не прессуют. В основном девочек. Насколько я читал, что у самих проституток нету никаких проблем, потому что в нашей стране штраф 2000 рублей. Да, это фигня. Облавы происходят на какие-то компании, да? Нет, на индивидуалок тоже. А для чего? 2000 рублей с них взять? Так сказать, обновить базу. Что есть такая-то девочка, можно периодически к ней заезжать и снимать штраф, как говорится. Чисто на поток. Большинство из них, естественно, чтобы не идти в полицию, не выписывать, не делать штрафы, просто девочка дает больше денег, чтобы заметить эту ситуацию. То я понимаю, что это незаконно, и хотелось бы работать честно. Да, я готов платить налоги. Готов? Конечно. Проблема в нашей стране, считается, что это аморально. Если разрешить проституцию, то это, соответственно, поддержать. И это может разлагать общество. Это разрушит семейные ценности, скажем так. Как ты к этому относишься? Если честно, как раз-таки проституция в отношении парней помогает укрепить в многих ситуациях семейные ценности. Каким образом? Очень часто звонят семейные пары, которые хотят разнообразия. Они понимают банально, что жена не идет гулять на сторону,
Им уж не идет гольф на сторону, потому что они готовы к экспериментам, они открыты. Как сказал Наполеон, проститутки – это просто необходимость, иначе мужчины начнут набрасываться на порядочных женщин. Вот считаешь ли ты себя непорядочным человеком? Считаешь ли ты это поведение аморальным? Например? Я считаю то, что сейчас уже такое современное общество, которое рушит стереотипы, и я стараюсь быть причастна к этому обществу, которое рушит стереотипы. То есть я считаю то, что это то, что не вредит другим людям, соответственно. Проституция, она не вредит другим людям, она только дарит им радость. А женам людей, которые прибегают к их услугам? Жены сами виноваты, что смотрят куда не надо. Ты считаешь, жена виновата в том, что мужчина ходит на сторону? Да, конечно, она не дает ему то, что ему нужно. Мужчина голова, женщина шея. Все-таки это очень правильная такая вот поговорка, потому что женщина может направить мужчину так, чтобы он был только с ней. Вот, например, в своем мужчине я на 100% уверена, я очень хорошо разбираюсь в мужчинах, и, в принципе, я умею это делать. Почему она не может? Ей не дано. Ей не дано, значит, она должна это терпеть, я считаю. Это ее участь. Угу. А скажи мне, а если твой молодой человек, ты узнаешь, что он, например, там прибегает к услугам проституток, тебя это расстроит? Я больше скажу, мы с ним периодически вместе это делаем. Мы вообще довольно-таки открыты, и мы считаем, что все такое нужно делать вместе. То есть, и, соответственно, у человека нету при этом мыслей, то есть о том, чтобы сделать что-то налево, потому что я ему даю, в принципе, все, что ему нужно. А то, что у вас появляется потребность в других людях, не кажется ли тебе, что, опять же, можно тогда сказать, что ты ему не даешь то, что ему нужно? Все люди ненасытные. То есть в любом случае все, что угодно приестся. То есть все, чем бы ты ни занимался, тебя рано или поздно начнет приедаться. Нужно всегда что разбавлять. Вот было ли тяжело? Вначале, да, первые 2 недели после каждого заказа я бухал как черт. Ты помнишь первый заказ? Конечно. Кто это был? Взрослый дядечка 60 лет, которому ничего особо не нужно было. Просто выпить, поваляться в обнимку. Ему этого было достаточно. Что было для тебя это? Некомфортно, потому что я не знаю еще, как себя вести правильно. Угу. Что у меня осознание того, что я могу сказать что-то не так. Человек может на что-то расстроиться, разозлиться, и это, страх сказать лишнего в основном. Слушай, а скажи мне, вот у тебя бывает отпуск? Да. То есть ты уехала в отпуск. Да. Когда ты в отпуске, вот ты бежишь на работу, вот ты ждешь работы, или... Скучаем. Скучаешь? Скучаем. Правда, да? Да. То есть, что для меня было удивлением, вот в Люксембурге одна студия заработала больше 10 миллиардов долларов на вебкаме. У них одновременно работает на площадке больше 1000 человек. А в России, насколько я знаю, самая, считается, столица вебкама – это Санкт-Петербург. Как и порно, собственно. Да, как говорят, в тихом омуте черти водятся. Наша культурная столица, вот самая ебливая. И еще я прочитал о том, что в вебкаме, вот ты говоришь, что в паре работа интересней и более востребована. А мне говорят, что наоборот. То есть, что как ни странно, пары, они менее актуальны, что больше, покупают отдельно девчонок. Это не так? Опять же, все очень субъективно. Какая пара, какая девчонка. Просто в чем преимущество пар? То, что они могут делать, грубо говоря, порно на заказ. То есть, мужчина какой-то или женщина хочет увидеть определенную, то есть, картинку, и в реальном времени. Не просто какое-то записанное видео, а в реальном времени. Соответственно, он это может вполне спокойно себя получить. А если девушка одна, что она может? То есть она может мастурбировать, повертеться, потанцевать, что-нибудь еще там показать, и все, собственно. Что из самых странных заказов для тебя было? Самое странное? Когда я приехал к мужчине в гостиницу, лежал на кровати спиной к нему, а он на меня мастурбировал, представляя, что я его сын. И такие люди меня пугают. То есть секса у вас не было? У вас Нет, было вообще ничего. Даже он не прикасался ко мне. Были ли открытия какие-то? Да, вот я такую интересную для себя штуку вспомнила, нашла. Это smoky blowjob. Это когда, например, ты уже такой уставший, хочешь покурить, и тебе можно делать blowjob, минет, и, соответственно, курить одновременно. Я до вебкама вообще не знала, что так можно делать, в принципе. Вот. И теперь я периодически так иногда делаю с своим парнем, например. То есть во время миньета куришь? Да. Ты куришь и красиво выпускаешь дым, там пососала немножко, облизала, опять покурила и выпустила дым красиво. То есть вот в таком плане. Прикольно.
Обязательно попробую. Веришь в Бога? Да, да. Веришь в Бога? Верю. Ну, это же один из самых больших грехов. Почему? Потому что так написано в Библии. Самое главное, чтобы у каждого церковь своя в душе была. Если ты веришь как бы в нашего Бога, если ты христианская вера, если ты ходишь в церковь и ты крещенная, Я ты не должна... хожу в церковь. Ты не знаешь, что вот там история Мария Магдалена, что она там была проституткой, она пришла Христу, помыла ноги своими волосами и слезами. Эта профессия очень-очень старая, и, конечно, она там описана в Евангелии, там... но Бог считает, что если человек искренне раскаялся, то есть ты веришь в Бога, Верю. и как бы это грехом не считаешь. Не считаю. Ты в этом не раскаиваешься, ты об этом не сожалеешь. Нет. Были у тебя какие-то эмоциональные, скажем так, завязки с клиентами? Симпатия не возникает, я это сразу пресекаю, потому что хорошим это не заканчивается. У тебя был опыт негативный. Да. Какой? Ну, человек знал мой адрес, он постоянно присылал на мой адрес цветы. Иногда приезжал пьяный и стучался мне в дверь среди ночи. Ну, когда я объясняю человеку, что мне ничего этого не нужно. Почему? Мне не нужно внимание, мне нужна любовь. Особенно каждый второй предлагает переехать и жить на его содержании. Почему тебя это не устраивает? За 50 тысяч тратить свое внимание на этого человека, когда я могу зарабатывать больше и иметь полную свободу, делать то, что я хочу. То есть, соответственно, ты не нашел человека, который бы предложил столько, за сколько бы ты к нему переехал? Да. Угу. А за сколько бы переехал? 1200 в месяц достаточно. А ты не хочешь там любить, я не знаю, быть любимым? Нет. Строить свою семью? Нет. У тебя нету в этом Ну, потребности? семью пока что нет. Я еще молодой, буквально я еще ребенок. Какая мне еще семья в 24 года? Ни своей квартиры, ни машины. Но я хочу, чтобы мой ребенок жил в достатке. А не то, как я сейчас живу на съемной квартире. Это не то, чего я хочу своим детям. Ну, допустим, не семья, ну, а ты не хочешь испытывать... ну, то есть любовь, это же... Ну, она же тебя наполняет, она же делает тебя, ну, целостным. Ну, то есть... Нет? Мне очень комфортно наедине с самим собой. Я независим от внимания людей. То есть я как один наедине с собой хорошо провожу время, так и в компании. Ты любил когда-нибудь? Любил. Ты был в отношениях? Да. Как они закончились? Не хочу об этом говорить. Это какой-то печальный опыт? Да. И тебе не хочется больше? Вообще нет. Ну, а вообще, вот, допустим, у тебя есть парень, ты пребываешь сейчас с ним с кем-нибудь в отношениях? Да, Он знает об этом? да. Как он к этому относится? На тот момент, когда я этим занималась, мы с ним не встречались. Вот, он абсолютно нормально относится, он такие же современные взгляды, как и я. А почему вы с ним в паре не работаете? Ну, мы Ты вообще... не пыталась его склонить? На самом деле пыталась, и мы об этом думаем сейчас, да. Это в разработке. Почему ты решила оставить профессию? Когда я училась, я всегда изучала массажи, и всему свое время я решила уйти в массажи. Мне нравится это духовный рост, опыт, новое направление. То есть ты сейчас условно занимаешься, делаешь людям массаж, как бы обычный просто массаж. Ну и обычный эротический массаж. Но в отношения за деньги в сексуальные не вступаешь. Ну, уже нет, потому Нет, что, да? да, всему свое время я считаю, что это уже лишнее. Есть физическая потребность в сексе? Ну, конечно, как у любого То есть, человека. То есть ты не получаешь от своей профессии сексуальной удовлетворенности? Вообще ноль. Если мы с тобой будем строить отношения, ты мне расскажешь о своей профессии? Я сразу со всеми, с кем знакомлюсь, Сразу я говорю. скажешь? То есть либо человек адекватно воспринимает мою жизнь во всех направлениях, либо просто это не мой человек, и в моей жизни его быть не должно. Вот, допустим, ты поехал на заказ, и ты там 5 часов отработал. Ну, там выпил виагры, трахался, я не знаю, там, что там вы делаете там. Возможно ли такое, что ты приезжаешь домой и говоришь: Паш, блядь, или там, не знаю, Лена, я так хочу секса? Нет, как раз таки зачастую мне после заказов очень хочется секса, потому что я не удовлетворен всегда. То есть, Я не получил то, чего хотел. Я делал то, что хочется клиенту, но не самому себе. А не бывают такие клиенты, как бы, которые хотят сделать приятно тебе? Если бы они это еще умели делать. Ну, типа, не бывает. Нет. Бывают красивые, классные клиенты, прям Есть, конечно. охеренные? Да? Да, Вот прям крутые-крутые. конечно. Прям очень красивые. Ну, очень редко, но попадаются. Мальчики, девочки? И мальчики, и девочки. И? Ну, окей, да, с ним приятный секс, но все равно мне этого недостаточно. То есть это... Но Потому все что равно... в голове сидит мысль, что это работа. Вот завтра буду регистрироваться. Что должен сделать? В первую очередь обдумать все риски. Быть самим собой, я считаю, все-таки быть расслабленным, уверенным в себе. То есть уверенность в себе – это очень важно, считаю, в вебкаме. Если ты зажат, если ты стеснитель или там что-то там, и у тебя очень-очень узкий круг, то, чего ты делаешь, скорее всего, в вебкаме ты не поднимешься. Ты все по трезвой делаешь? Да.
Ну, иногда бывает нет, но в целом могу и по трезвой. А были у тебя встречи с какими-то там известными в городе людьми? С Ну, некоторыми, бывает там, да. типа, бывает. Много ли мужчин, как бы там, которые вообще не производят впечатления там? Очень много. Да? А чего они хотят? Почти все хотят быть в пассивной роли. Особенно, чем выше должность человека, тем больше ему хочется, чтобы над ним доминировали. Серьезно? Да. Ну, зачастую прямо открыто говорят. То есть я хочу, чтобы ты меня жестко трахал, унижал, оскорблял. Я говорю, ну, окей, не вопрос. Угу. А женщины? Женщины зачастую скучные. Типа с ним веселого ничего не ласки, надо. кунилингус, секс довольно нежный. То есть, ну, ничего особенного. Это скучно. Да. Никаких эмоций. Зачастую вот к девушке приезжаешь, и девушка лежит бревном в процессе. Бывают серьезные женщины? Вот, Нет, например, тоже типа... особо не попадаются. Зачастую такие женщины уже находят себе постоянного мальчика, который сидит у них на содержании, Мгм. и они развлекаются Ты с бы ним. хотел? Смотря что за женщина, смотря о какой сумме идет речь. Но это было бы гораздо проще. Но если, конечно, нет контроля моей жизни. Нет, есть те, которые сами говорят, забей ему номер, там, в случае чего звони. Какие-то влиятельные люди. Окей, с такими людьми я поддерживаю контакт, потому что это Звонишь? мне может где-то пригодиться. Мгм. Ну, просто периодически звоню, там, Обращаешься? кофе. Нет. На кофе ходишь? На кофе, да. А они ходят? На кофе? Да. Это твоя основная работа? Сейчас я вообще уже не работаю там. То есть, и я... Нет, ты сейчас не сидишь в веб-каме. Нет, не сижу. Почему? Потому что начала немножечко студия эта загнивать. Вот, я попробовала поработать одна, потому что мой партнер уехал в другой город жить, и я решила поработать одна, но так как сейчас очень высокая конкуренция моделей, в одного гораздо сложнее работать, чем с модераторами, которые большую часть какой-то там волокиты выполняют за тебя. Вот. Но модераторам ты отдаешь 50% от стоимости, Ну да, насколько я да. понимаю. 50, да, процентов? Да. А сколько с учетом того, что ты вот если работать 6 часов в день, отдавать половину денег модераторам, сколько примерно в месяц ты зарабатывала? Ну, в среднем, смотря сколько работать, у меня выходило от 50 до 100 тысяч. И это с учетом того, что половину стоимости ты делила, отдавала студии, Да. и остаток ты делила как бы с парнем. Да. Оборот денег от одной пары, если ты зарабатывала 100 тысяч, 400 тысяч рублей, который вообще не облагается никаким налогом в нашей стране. Да? А ты вообще сама из Владивостока? Да. Ты не скрывала, что ты как бы сидишь, занимаешься этим? Ну, только от родителей. Родители не знают по-прежнему? Не знаю, да. Почему? Ну, потому что мои родители все-таки, они у меня довольно современных взглядов, но этого и не поймут, они меня не будут сильно осуждать в плане того, что там не скажут мне, все, мы с тобой там не общаемся и так далее, то есть они не будут меня сильно гнобить. Это их расстроит. Это их расстроит, да, они не просто будут расстраиваться, да, я не хочу, чтобы они расстраивались. Мама, папа знали о профессии? Да. Знали? Да. Как отнеслись? Добрые люди. Ну, не очень хорошо. До сих пор все это... Живы? Да. Не разделяют. Типа считают, что ты типа вот преступник. Ну да, но умалчивают. Деньги все равно всем нравятся, поэтому... Родители. Какие у тебя отношения с родителями? Нормально, по телефону созваниваемся раз в несколько месяцев Они приезжаю. знают о твоей профессии? Нет. Почему? Ну, потому что они агрессивно это воспримут. И что? Ну, я пока не хочу прерывать общение с родителями в Ты корне. считаешь, что они прекратят общение с тобой? Да. Почему? Ну, для них это А ненормально. если они увидят эту программу? Ну, значит, такова судьба. Но намеренно говорить о своей работе я не хочу. Скажи мне, если бы твоя дочь выбрала такую профессию, что бы ты ей сказала? Я бы, на самом деле, не была бы против, если бы она именно в веб-каме работала. Не была бы против? Нет, не была бы. Бы советы еще дала. Ну, это его выбор. Ты бы как отнесся? Это его выбор, единственное, я бы сказал быть осторожнее. Поддержал бы? Не особо, если честно, потому что по себе знаю, насколько это тяжело морально. Это подрывает психику очень быстро. В чем? Что постоянно приходится контактировать с непонятными людьми. Интим с незнакомыми людьми это тоже очень угнетает. Когда тебе начинают хамить, агрессировать в твою сторону. Глупые дети, которые звонят просто поприкалываться. Вроде бы, да, шутка, вроде ты их послал, а по факту в душе осадок остается. Осознание того, что это неправильно. Ну и со временем начинает немножко ехать крыша от этого. А ты можешь в грудь показать, в камеру показать грудь? Здесь сейчас? Да. Нет. А почему? Ну, потому что ютубчик не пропустит. Пропустит, мы замажем. Мне просто интересно уровень. Вот вы говорите открытость, раскрепощенность, типа там стиль жизни. Да, сольют видео, там, да, бла-бла. Ну, то есть, типа, для тебя же это нормально? Ну, покажи. Окей. Ну, можешь, правда? Могу. Что?
Хорошо, подходит к тебе на улице человек и говорит, покажи грудь за $100. Что ты скажешь? Я скажу, давай больше. Не, ну вежливый, например, да? Ну, типа, вот он посмотрел программу, встретил тебя на улице, подходит, говорит, слушай, ты вообще классная, вот прямо... Ну, за $100. Ну, опять же, говорю, зависит от моего настроения, от человека, тоже как бы, ну, в целом, как бы ничего такого там не вижу, опять же, так же, как и сейчас. А ты бы хотела, чтобы твоя дочь знала? Ну, наверное, хотела бы, чтобы мне легче было, но она же тоже в социуме живет. У нее подруги там школьные, учителя. И что? Ну, это будет осуждение. Ну, и что? Ты ее мать. Ты же никому не делаешь плохо. Никому не делаю плохо. Я никого не убила, не предала, не продала. Все свое ношу с собой. Я читал, что есть огромное количество случаев, когда я, например, нахожу тебя, беру с тобой приват, пишу тебе максимально компрометирующие там вещи, и потом типа пишу тебе и говорю, привет, я вчера с тобой был на привате, я снял это все с экрана, покажу это твоей маме. Так бы я отреагировала на это? Да. Ну, я бы его послала, скорее всего. И если он покажет это действительно моей маме, то я думаю, что жизнь на этом не заканчивается. Пытаются, но это глупые попытки. Я расскажу родителям, я говорю, ну окей, найди сначала. Не, ну найдет, и что? То есть у меня абсолютно чужие номера телефонов, никакие соцсети. У тебя нету в соцсетях? Везде фотографии у меня левые стоят. Номера телефонов все зарегистрированы не на меня. Но это такой, типа, смелый поступок, типа, прийти вот в программу в эту. Зачем ты пришел? Просто интересный опыт. Ну, мне просто интересно, ты не боишься столкнуться с какими-то проблемами на улице? Вообще без разницы. Я спокойно по улице хожу с крашенными волосами, причем не только блонд, я ходил и с красными, и синими, и другими волосами. Это фрик. Да, то есть я выгляжу как хочу. Я могу спокойно идти, не знаю, с парнем держаться за руку. По городу? Вообще, мне все равно. Не боишься? Я бегаю быстро. Хорошо. Почему ты не расскажешь дочери? Ну, я думаю, что она к этому не готова. Я думаю, что она еще маленькая для этого, 16 лет? Да. Я ей намекаю аккуратненько, чем бы ты хотела заняться, куда бы ты хотела пойти. Она занимается там танцами. Говорю, давай в стриптиз. Она такая, да, может быть, еще в бордель сразу. Я говорю, ну почему бы и нет? Ну, то есть, как бы она в штыки воспринимает. Просто я считаю, что стыдиться своих родителей – это самое последнее дело, какое только может быть. То есть почему? Ну, как бы это твоя жизнь. Я понимаю, ну, так получилось, что большую часть времени мои родители ее воспитывали, поэтому там у них свои правила, свои порядки. То есть им всем не нравится, как бы, но всех все устраивает. Да. Если твоя дочь придет и скажет, что я хочу в эту профессию, поддержишь? Поддержу, но она не хочет. Поддержишь? Поддержу, да. Это очень честно. Я вот просто рассказываю вам, дочь, что вы должны сделать. Если вы посмотрите нашу программу, вы должны пойти на все деньги, что у вас есть, купить вот такой огромный букет, принести матери и сказать, мама, ты у меня самая классная мама, которая есть на свете. Это я вам говорю как человек, которому некому принести букет цветов.